Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 2 февраля. Вы спросите, ну а что ж такого 2 февраля, что нужно уделять особое внимание? Друзья, дело в том, что 2 февраля праздник выздоровления богини Бригитты и праздник возрождения Земли. А значит, День надежды и скрытого волшебства. Кроме того, на 2 февраля у нас продолжают идти энергии новолуния, а значит, обновление и освобождение от всего негативного мы приобретаем в своей жизни. И, друзья, обращаем ваше внимание, что с выходом Венеры, а это у нас женская планета, которая выходит из ретро-движения, будет улучшаться наше здоровье, настроение и эмоции. Поэтому 2 февраля происходит прекрасное обновление. Да, это абсолютно женский праздник. И очень хорошо, что в какой-то степени он совпадает с новолунием, потому что Луна покровительствует тоже женской энергией. А новая Луна еще и в Водолее, которая была 1 февраля, закладывает новый цикл женского развития. И вы знаете, традиционно в этот день отдавали предпочтение именно молочной пище. Что же касается аспектов планет в этот день, то они сейчас напряженные. Сатурн находится рядом с точкой новолуния и находится в напряжении с Ураном. Аспект борьбы старого порядка с новым. Поэтому можно странно 2-3 февраля работать техника, любая при этом. И Меркурий у нас с вами понемножечку замедляется. Но 4 февраля он вернется в прямое движение. Обращаем ваше внимание, что первые 5 дней февраля может многим людям казаться, что время замедлило свой ход. Поэтому, если вы ожидаете результат какого-то события, то он может прийти с опозданием. Новые дела не начинайте, а в отношениях с людьми, к сожалению, могут происходить определенные сложности в понимании при этом одной и той же ситуации. Но эти процессы у нас с вами временные. И обращаем ваше внимание, что в феврале этого года будет достаточно много изменений, которые будут иметь важные последствия. Также обращаем ваше внимание, что в феврале будет работать сложный аспект между Нептуном, планетом иллюзий, и черной Луной. Поэтому обязательно контролируйте, проверяйте, фильтруйте любую информацию, которая к вам приходит. Не все то, чем кажется. Кроме того, если вам позвонила подруга и рассказала какую-то новость, которая, возможно, влияет на вашу жизнь, все равно не принимайте никаких поспешных решений, а ждите, например, документы. Ну, а после 4 февраля все планеты уже с вами будут двигаться только прямо, директно. И это говорит нам о том, что февраль дает нам начало и развитие новым инициативам, планам, личным намерениям, а также личному годовалому циклу для тех, кто отмечает свой день рождения в этом месяце. И вы знаете, само название праздника Имболк обычно переводят как «в молоке» или «ливень из молока». И вы знаете, это неспроста, так как в начале февраля у домашних животных рождается приплод и, соответственно, появляется первое молоко. А это символ надежды на скорое возвращение весеннего тепла. Кроме того, молоко – это символ богини-матери, кормилицы всех живых существ. Также молоко ассоциируется с чистотой и невинностью, ибо когда мы были еще с вами все младенцами, всех нас питало материнское молоко. И несложно догадаться, что на Имболк, согласно традиции, употребляли молоко во всех его формах. Однако, если вы вегетарианец, то вы смело можете использовать 2 февраля и соевое, и миндальное, и другие виды растительного молока.
И вообще в этот день, 2 февраля, приветствуется пища белого цвета, потому что белый – это символ чистоты. Поэтому обязательно 2 февраля проведите следующую практику. Для того, чтобы высшие силы помогали вам в делах, выпейте стакан горячего молока и скажите следующие слова. Это моя жизнь, это моя судьба, это моя дорога, мое начало и продолжение. Да будет так. Аминь. Также, вы знаете, у разных религий этот день назывался по-разному. У кого-то это Сретение, у кого-то это Громница, у кого-то это праздник Пана, у кого-то праздник факелов, День Бригитты или даже День Сурка и Сетсубен. Астрономически в этот день Солнце проходит с 10 по 15 градус созвездия Водолея, что соответствует календарным датам с 29 января по 4 февраля. И вы знаете, у 2 февраля наши славяне, наши предки считали это первой встречей с весной. И этот праздник назывался у славян Громницей. Поэтому праздник называется так потому, что впервые вы можете услышать гром и увидеть сверкание молний. Ну, а по поверьям, Перун, бог грома, направляет свои молнии, чтобы помочь весне. И это действительно правда, иногда действительно 2 февраля можно услышать гром. Конечно же, само название Имболк – это старинный кельтский праздник, но Имболк также представляет вариации одного события – приход весны, что еще скрывается покровом лютой зимы. Имбол почитает очищение, приближение весны и пробуждение богини Земли. Поэтому все ритуалы, практики, обряды, которые вы можете проводить 2 февраля, это на рост, на очищение, на чистку. Обязательно используйте этот день 2 февраля, чтобы насладиться светом, входящим в ваши дома и души. Обращаем ваше внимание, что 2 февраля, где-то еще плюс 2-3 дня, это, наверное, одно из самых сильных вот таких времен в году для того, чтобы изготавливать свечи. Обращаем на это ваше особое внимание. И считается, что в этот день удачу и прибыль могут вам принести цветы в горшке. Поэтому 2 февраля купите себе хотя бы одно вечно зеленое растение. Это может быть и розмарин, это могут быть фиалки, это может быть клевер, потому что именно с ними связано огромное количество ритуалов на этот праздник. И вы знаете, Имболк вообще сам по себе ассоциируется с бокатым быком, который в праздник Колеса года набирает силу. Также 2 февраля обращаем ваше внимание: никакой говядины на столе. Как же праздновать 2 февраля? Ну, конечно же, давайте сначала очистимся от всего старого. Сходите в баню, в ванную, обязательно наденьте одежду, но, пожалуйста, светлых тонов. Также отлично пройдут ритуальные и практики, если, конечно, они вам нужны. Также обращаем ваше внимание, что в этот день нельзя ткать, заниматься рукоделием. А в качестве подношений высшим силам хорошо оставлять молоко, масло и хлеб. Поэтому, пожалуйста, и помните о том, что энергия этого праздника восстанавливает все ослабленное, помогает очистить загрязненное. Это касается и земли, и нашего тела. Поэтому лучше 2 февраля отбросить все грустные мысли. Обязательно вы можете согреть вино вкусное и добавить в него, например, сушеные ягоды, облепихи, брусники. И не забудьте задобрить домовых и богов. С какими силами 2 февраля вы будете в контакте? Возможно, вы их будете не ощущать, но они есть по умолчанию. Во-первых, с плодородием Матери Земли, которая постепенно пробуждается к жизни. И как же она
так же, как и она, вы скоро проявите себя. И вы знаете, мы сейчас уже люди потихонечку начинаем пробуждаться от зимнего сна. И, конечно же, в этот день уделите внимание своему роду и своей судьбе. Поэтому очень важно, чтобы вы вернулись, вот, например, назад и увидели картину себя, например, в детстве, потому что все это переплетено тончайшими ниточками. И обязательно пригласите, призовите в свою жизнь молодые и новые силы. И вы можете сегодня, 2 февраля, провести практику. Вам нужно на листке бумаги написать одно вдохновляющее слово. Слово, в котором есть весна и жизнь. После этого, только помните, мы проводим практики только в хорошем настроении. И после этого с радостью нужно сжечь. И обязательно сегодня, 2 февраля, целуйте в пушистые носы всех ваших домашних любимцев. Животные, помните, это талисманы этого праздника. Гладьте их, ловите их, принимайте от них знаки и послания. И обязательно 2 февраля обязательно покормите птичек. Кормя птиц, приглашайте в свою жизнь изобилие, достаток, благополучие, удачу, счастье. Все то, что вам действительно важно и нужно. Вот такой, друзья, у нас с вами неординарный, необычный, волшебный праздник Имбол, который мы с вами все будем отмечать.